Сергей. Ага, Сергей, можно голосом задать. Добрый вечер. Христос воскресе. Здравствуйте. Hello. Здрасте всем. Короче, my name is Сергей. Я немного волнуюсь. Я хотел, Дункан, у тебя твой телефон спросить. Вот. У меня вопросов к тебе нету. Я благодарю тебя за спикерскую. Меня твой тон порадовал. Вот. Да, я о себе немного хотел рассказать. Я сейчас перехожу в малой группе к третьему шагу. Вот. И сегодня с отцом вот разговаривал, и я ему сказал, что надо проговаривать свое прошлое, ну, вспоминая свой первый шаг. А он мне сказал, что просто нужно ставить какие-то цели, причем поставить их довольно трудно, и просто их добиваться. Вот. А я ему в ответ на это сказал, что, ну вот он там бегун, да, он говорит там, поставь себе цель просто бегать. Вот, но это будет бегающий, зависимый взрослый ребенок. Вот. У меня, в принципе, цель жизни, как у христианина, просто всегда быть с Богом. Я вот живу, как Бог на душу положит. Вот. Ну, я не знаю, буду рад. Хотелось бы, конечно, спросить, какие у тебя цели в жизни. Вот, но я думаю, что такие же. Вот, буду рад любой обратной связи. Вот, и твоему телефону. Вот, я говорю по-английски, вот, и буду рад практиковать свой английский язык. Вот. Надеюсь, Женя что-то переведет. Если не переведет, все, что-то забудет, я напомню. Спасибо. Вот. Сереж, Оля будет переводить, во-первых. Во-вторых, тут вопрос. Значит, у тебя первый вопрос – это телефон хочешь попросить, и второй – какие его конкретные цели в жизни, правильно? Okay, so Duncan, Sergey is nervous and he is very happy to hear your intonation, and he just wanted to share about himself that he is recovering in step 3, and he talked to his dad about his past and told him it's necessary to talk about things that had happened in our lives, but his dad told him it's more important to set goals in life. And his dad runs, so his dad told him, you need to set a goal to run. But Sergey thinks that his goal is to be with God, and he wanted to ask you about your personal goals. What are your personal goals in life? And if you could share your phone number with him, because he can speak some English and he maybe wants to practice with you and talk about maybe recovery. Teresa. Thank you, Teresa. Sergey. Hello. I love watching you walk. Thank you. Мне нравится видеть, как ты идешь. Спасибо. My goal in life is to one day at a time. One day at a time. I hope to make it through today in peace and have some good food and connect with some friends and share about recovery and have a good sleep tonight. That's my life goals. Мои цели в жизни – это жить одним днем, общаться с друзьями, хорошо кушать, хорошо поспать. I hope to take good care of my health, and I like playing sports, but only the ones I like, not one that someone else wants me to do. Мне нравится заботиться о своем здоровье, заниматься спортом, но только тем спортом, который я выбираю сам, а не тем, который мне говорят, что нужно заниматься.
And also my father is trying to get me to do what he thinks is important sometimes, but I have different ideas about what is important. И мой папа тоже пытается заставить меня делать те вещи в жизни, которые, на его взгляд, важные. Но я стараюсь делать те, которые важны для меня. And if Evgeny or Olga, will you help get my phone number to Sergey? Ага, Yeah, I и, can do it. I can do it, yeah. I'm not sure how to do it. Sergey, send me a message on WhatsApp. I would love to talk with you. да, Сергею Дункан передаст свой номер и с тобой по WhatsApp побеседует. Furthermore, you are beautiful, and I wish I was there so we could wrestle in the snow together and laugh. Ну, ты красавчик, я тебе хочу сказать, и я бы хотела вместе с тобой сейчас порезвиться по снегу. Дункан отправляет воздушный поцелуй и поднимает палец вверх. You're awesome. It's like I'm watching a movie. You should be in a movie. Ну, ты крутой, тебе надо в кино сниматься. Kruta. Окей. Thank you, Благодарю Sergey. за ответ и за вопрос. И следующий у нас вопрос был из чата. Друзья, пожалуйста, для того, чтобы задать вопрос, поднимаем виртуальные руки не в чате, а через реакции. Сергей, Еще один который в Сергей. чате, сейчас, если я не ошибусь с именем, прошу прощения, то прошу включить звук. Надеюсь, это удалось. Добро пожаловать. Да, удалось. Камеру не обязательно, да, включать или обязательно? Нет, не обязательно. Не обязательно, но он любит, когда включено. Всё. Привет. One more всем. Сергей, Данка. Да, я вот всем привет, и я вот большую часть прослушал, вот мне только сейчас вот зашел, но я почему заинтересовался вот в ВДА, я с параллельных сообществ пришел, потом в сексоголики пошел, я прошел там программу, был несколько раз на группах ВДА, мне как-то зацепило это, мне показалась моя проблема, она с детства идет, только я не могу разобраться. У меня вот такая штука, что вот я вот очень жду от людей какого-то принятия, это от девушек большинство, чтобы меня любили, ценили, очень сильно мне этого хочется. Я, бывает, голову просто теряю, и включаются различные дефекты у меня. Контролировать этот момент, чтобы человек обо мне хорошо думал, отзывался, чтобы я был нужен ему. Вот как присоска вот такая. Мне вот вопрос, это вообще лечится вот в этой программе ВДА? На самом деле, вот, как бы, вот мне это больше как бы интересует. И вот такая штука еще, вот соединитесь со мной, сделайте меня счастливым. Мне кажется, что вот эти отношения меня как бы сделают меня счастливым. Вот. И каждый раз, когда обо мне говорят плохо, либо что еще, мне очень становится плохо. Мне кажется, что я не нужен, что я брошенный. Вот это из этой серии ВДА, вот как бы проходите, ну вот, не знаю, как я правильно выражаться, у меня плохо с заносом, может быть, понадеюсь на вот девушку-переводчика, может быть, получится там перевести. Вот, мне надо просто решение проблемы этой, меня уже достало на самом деле, вот, я уже, ну, вот с этим жить, как бы, я вот в наркоманах был, мне особо не помогло, вот в сексоголиках сейчас прошел программу, что-то вроде есть какой-то результат, но, ну, хотелось бы, может, я много чего хочу. Все, спасибо. So Duncan, this is another Sergey, and he has just entered our meeting, and he came from parallel program, other society, and he understood that his problem is from the past, and the main thing is that he wants to get love, and he wants to feel appreciated and needed, and he wants to get it from women. And he doesn't like that. He thinks it's something wrong. And he has a question, can it be healed with ACA? And he also feels very bad if somebody doesn't like him or talks bad about him. He wants to control this, and he feels hopeless. So, and he has done anonymous sexaholics and anonymous narcoholics. And yeah, so he is asking if ACA can help. Da, Sergey.
Да, Сергей поможет. Da-da. Yes, ACA is helping me become free from my codependency, my unhealthy dependency on other people, on my addiction. Да, мне ВДА помогает в моей зависимости от излечении в зависимости от других людей и вообще в излечении от зависимости других. Codependency Anonymous has been helpful for me. И есть такая даже группа кода, это созависимые, которые вот как раз на проблеме взаимоотношений с другими людьми концентрируются. I have also been a member of Sex and Love Addicts Anonymous, SLAA. И также я был в анонимных сексоголиках и в анонимных алкоголиках. The thing that helped me the most was sponsorship and a lot of talking with other members that are who have recovery. И что мне помогло больше всего, это мой спонсор и общение с другими попутчиками, именно с попутчиками, у которых есть больше опыта выздоровления в программах. Working the steps again and again and practicing the steps again and again. И проработка шагов снова и снова, и применение этих шагов в жизни. Only going to the meetings and reading the literature is not enough. Только приходить на собрание, читать литературу, этого недостаточно. Welcome to ACA. Keep coming back. Добро пожаловать в ВДА и приходите снова. Wish you the best in your recovery. Желаю тебе всего самого лучшего в твоем выздоровлении. Дункан, благодарю тебя за ответ. Следующий вопрос от Тани А. Добро пожаловать. Thank you, Duncan. So the next question is from Tatiana. Сейчас, извиняюсь, Татьяна, сейчас включаю звук. Меня слышно? Да, Таня, слышно. Теперь нет, выключила звук. Включите, Таня, звук, пожалуйста. Включил, да. Таня взрослый ребенок. Мгм. У меня So my name- вопрос. Мгм. На живой группе, на рабочем собрании я сделала предложение распечатать таблички с чувствами, потребностями, ощущениями и подарить участникам на Новый год подарок. В результате решение не было принято. У меня вопрос. Какие традиции группа бы нарушила, если бы мы распечатали таблички в подарок участникам группы? Спасибо. So Tanya talks about situation that happened at her group meeting. She suggested to print out the feeling chart and the need chart and to give it as a present to all the members of the group. But nobody supported her, and she now wonders what traditions she could break by suggesting this. Yes, is it a break of tradition somehow, violation of traditions? To do what? To print out the charts with a table with feelings and emotions and needs. No, that's good. Good. Нет, это хорошая идея, Таня. Yes, we need help to identify our feelings. Нам нужна помощь, чтобы распознавать свои чувства. There's no rules about printing a feelings list and sharing it with people. No problem. Да нет никакой проблемы с тем, чтобы распечатать табличку с чувствами и поделиться со всеми. If there's a copyright on the thing that you're printing and you sell it, you could get in some trouble, but recovery has no rules about that. Если бы ты хотела, если бы там были авторские права у этих табличек, ты бы хотела распечатать и продавать, и зарабатывать деньги на этом, то тогда могли возникнуть проблемы. Но в выздоровлении это нормально.
What is the complaint? В чем Why did someone проблема? complain? Да, в чем проблема? Ага, Таня, пожалуйста, поясни. Самое главное не сказала. То, что это за счет 7-й традиции. То есть меня спросили, за счет 7-й традиции? Я сказала да. В случае, если это за счет 7-й традиции делается, а не собирается на отдельный счет, ну, отдельный участниками. Спасибо. Вот. Yeah, because she suggested to do this using the money of the group, according to that was collected on the 7th tradition. So she suggested to use the ACA's money of your group and to print out these charts. So that's why maybe some problems arose. Yes. Okay, now I have something to say. А теперь я могу кое-что сказать. It's no problem to propose that or make the suggestion. That's not a problem. Вообще никакой проблемы нет, чтобы выступить с инициативой и предложить это. I suggest having a group conscience, and all the members of the group can decide together. If the group decides to spend some money to print some helpful worksheets or something, it's okay. Но я предлагаю в таком случае обратиться к групповому сознанию группы, и если группа целиком примет решение распечатать, то вы распечатываете. Group conscience is the way to make the decision about how to spend the money. То есть в данном случае сознание группы решает, как потратить деньги. Групповое сознание. If one member decides how to spend the group's money without asking the other members, that's a problem. Если один член группы решает, как распоряжаться деньгами группы и на что их тратить, это уже как бы проблема. I hope that's helpful. Я надеюсь, что это тебе пригодится. Дункан, благодарю тебя за ответ. Следующая рука Виталий. Добро пожаловать. Thank you, Vitaly. No, thank you, Duncan. So now it's Vitaly's turn. Please turn on the microphone. Включите, пожалуйста, Виталию микрофон. Говори, Виталий, у тебя микрофон включен. Да. Всем привет, Дункан. Благодарю за спикерскую, за семинар. Вот. Вопрос такой. Кстати, благодарен за всю эту деятельность, переводчикам тоже. Слышал ваши записи где-то месяц назад, и прям мне зашло. Очень прям, упал так хорошо в сердце. Вопрос такой. Ты сказал, выразился, да, там, не помню по какой традиции, что если какие-то там, да, на группе там или что, надо раз в тишину уйти. Вот, там, со спонсором что-то и как вот, так сказать, притихариться. Вот, а как же, сохранение самого себя, да, оставаться самим собой и не подавлять себя, да? Вот, это первый вопрос. А второй по поводу контроля, да, тоже ты сказал, что, свойственно вообще выздоровленцам, да, тем, кто в программе, контролирует другие группы, да, то есть контроль. Поделиться опытом, был ли в твоей жизни за 35 лет какого-то особого такого случая, там, контроля, как ты отреагировал, как ты, прошел это, и сейчас дальше уже живешь, встречая Можно, это. Виталий, уточнить, а вот что ты имеешь в виду в случае контроля, то есть когда именно в ВДА его кто-то пытался контролировать? Или он... Да, кто-то когда те, кто, да, с этой же проблемой, с этой же программой, да. Более опытные, может быть, какие-то. So Vitaly has got two questions for you. He's very grateful for your shares,
And he noticed that you said that if you have some negative emotions that are appearing towards other people at the meeting, towards your fellow travelers, yes, you try to stay quiet, you go to the sponsor, yes, you try not to, let's say, express, yes, your emotions right away. But isn't it about suppressing yourself at this time? So like, how can you deal with it? So on the one hand, you have these negative emotions, but you don't allow them to express, and then you suppress yourself. So it's kind of like controversy. So, and then I will ask another question. Yeah, okay. So if I can express myself in a respectful, calm way, then that'll be good. Дункан говорит, ну, по поводу выражения эмоций, если я могу выразить свои эмоции в уважительной манере, в уважительной и мирной манере, это хорошо, это приемлемо. But if I'm too agitated and I'm going to act out my traits and be abusive, then it's better to stay quiet. Но если начинают работать мои черты, и я слишком возбужден, эмоции меня переполняют, то я не могу с ними справиться, то лучше помолчать тогда. Many times, most of the feelings I'm having are from the past and not about the current situation. Очень часто те эмоции, которые возникают у меня, они из прошлого, и они не относятся к настоящей ситуации. And these feelings are better processed offline, where I can express it without being destructive or poisoning the meeting environment. И лучше эти эмоции проживать в другой атмосфере, когда я уже успокоился, когда я не агрессивен, когда я не наношу ущерб другим людям. So it depends on what's going on inside. Всё зависит. I'm trying to be responsible about my energy. Очень важно то, что происходит внутри, потому что я хочу уважительно относиться и нести ответственность за свои чувства. Yeah, so I don't want to suppress anything, but I want to be careful and respectful about how I express my energy. Я не хочу подавлять что-то или кого-то, но я хочу быть бережным по отношению к другим и хочу выражать свои чувства в респектабельной манере, в уважительном ключе. So, are you done? Can I ask the second question? Yes, please. So, and the second question is about control, but because you said that some other members want to control other group or other fellow travelers. So have you had these situations when somebody in ACA society wanted to control you? Yes, many times. Да, очень много раз меня хотели контролировать. And I tried to control other members also. И я тоже хотел других контролировать. So what did you do? Что ты делал? One year ago, some new members tried to have me banished from the local meetings. Ну, уже Дункан рассказывал, но он рассказывает еще раз, что год назад была ситуация, когда новички пытались запретить ему приходить на собрание группы. I was very angry. Я был так зол. I asked for group conscience, for the group to have a discussion about all of this. Я тогда призвал к групповому сознанию всю группу, призвал всех обсудить эту ситуацию. I stayed quiet at the meeting about this. Я был тих и смиренен на встрече по этому вопросу. I stopped communicating with
the people that were against me, Я перестал общаться с людьми, которые были против меня. and I expressed all my anger and frustration with my support group outside the meeting. И я выразил весь свой гнев и все то подавленное состояние с другой группой поддержки. С другой группой, в общем. I did not bring my drama to the meeting. И свою вот эту драму, вот эту трагедию я не стал выносить в группе, ну, не принес ее в группу. The other members that were against me brought their drama to the meeting. А вот другие члены, которые были против меня, они свою вот эту драму, они как раз ее привнесли в группу. It was distracting and disruptive to the meeting. Это было очень разрушительно для нашей встречи, для нашей группы. Some other members stopped coming to the meetings. И другие люди, другие члены перестали посещать группу. The core members of the groups had business meetings and group conscience. У нас и основные участники группы провели рабочее собрание, призвали к групповому сознанию. Two members from the World Service Office came to meet with us on Zoom to help us to apply the traditions to the situation. И даже два представителя всемирной обслуживающей организации пришли к нам на группу, чтобы мы обсудили традиции. I stayed out of the process and allowed the other members to take care of this. Но я как бы не участвовал, не принимал участие в процессе, я наблюдал, да, и позволял другим людям ну, как бы позаботиться об этом. The other members didn't get what they wanted, and they stopped coming to the meeting. В общем, те члены, которые хотели выгнать Дункан, они не получили то, что хотели, и они просто прекратили посещать собрания. I shared all my frustrations outside the meetings, И like away from the meetings with my sponsor, with my recovery friends. И я вот всей своей подавленным вот этим состоянием, я поделился со своим спонсором, с попутчиками, поделился ну, с теми людьми, которым я доверяю. At the meetings, I was peaceful and I shared about the solutions of recovery. А на встрече вот группы я был смиренным, тихим, и я обсуждал способы выздоровления, пути выздоровления. One of the members that was against me has started coming to the meetings again. И один член нашей группы, который был против меня, он снова стал посещать собрания. I wish this person would make amends with me for their behavior last year. Я бы очень хотел, чтобы человек сделал 9-й шаг, там, возмещение ущерба по отношению ко мне. But this person is not has not done the work to step 9, so I have to wait. Но этот человек еще не перешел к 9-му шагу, поэтому мне надо подождать. I'm doing my best to treat this member with respect. И я стараюсь изо всех сил, чтобы относиться к этому человеку с уважением. I'm practicing my program, and this helps me to be calm and spiritual. Я применяю программу, это позволяет мне оставаться смиренным, спокойным и духовным. And in the privacy with my sponsor, I can express my anger. В личных беседах со своим спонсором я выражаю свой гнев. I'm not the most important person in recovery. Я не самый главный человек в выздоровлении. The newcomers are the most important. Новички самые главные. I try my best to bring peace and the solution of recovery around the meeting places. И я стараюсь на встречах
создать вот эту мирную атмосферу, и чтобы все были в ладу. And when I relapse and fail, then I try to make amends and come back to the practice. И когда у меня происходит срыв или откат назад, я начинаю возмещать ущерб людям, которым я его нанес, и возвращаюсь в программу. I surrender. I practice being humble. Я капитулирую, я практикую смиренность. Thank you for your question. Спасибо за вопрос. Спасибо. Duncan, it's 10:06 p.m. Moscow. So what's the plan? Should we answer one or two more questions? What's it all about? How you feel? Oh, I'm good. It's not lunchtime yet. I'm happy to answer more questions. If you have more questions, I have time. Дункан говорит, у него есть время, то есть он готов поотвечать на вопросы. Пока, говорит, еще не обеденное время, поэтому я могу еще ответить. Если есть желающие, Дин, можно еще собрать вопрос. Благодарю, Дункан. Благодарю, Евгений. Друзья, если есть желание и возможность задать вопросы, то для того, чтобы это сделать, прошу поднять виртуальную руку через реакции. Ксения, добро пожаловать. Hello, everyone. Hello, Duncan. I'm very grateful to be here. And first of all, I want to say thank you to you, Duncan, to all people who organize this meeting, to our translator, and to all members, because for me, it's a big step to my recovery to be part of ACA community. Oh, slow down, Ksenia. Give Olga a chance to Yeah, let's Ksenia translate herself. Why not? Yes, I will translate for Russian audience later. And okay. I want to ask you to share with me your experience, because I am a young ACA member. I've got only 1 year of experience, and now I feel that I'm confused about how many time I should take to participate ACA meeting. Should I do it every day, or should I do it in my comfortable rhythm, or I should make maybe a real timetable? Because sometimes I feel that it's enough for me. Sometimes I feel that I participate too much meeting and it's make me more uncomfortable. And I want you to share your rhythm working with ACA and maybe to give me some advices. Thank you so much. Друзья, всем привет, меня зовут Ксюша, я взрослая дочь алкоголика, очень рада быть здесь, очень благодарна за собрание, конечно же, Дункану, организаторам, переводчикам, всем. Я относительно молодой участник сообщества, всего лишь 1 год в программе, и сейчас я чувствую, что я хочу выработать для себя определенный режим работы с программой, но иногда для меня это проблематично. Я не понимаю, должна ли я посещать собрания больших групп, например, каждый день. Вся моя программа проходит онлайн, в моем городе нет возможности посещать офлайн. Должна ли я посещать столько, сколько мне надо? Иногда это для меня сложно посещать много. Я попросила Дункана поделиться его опытом, как он выстраивает для себя работу по программе. Всем спасибо. Спасибо, Ksenia. Okay. Who's gonna translate my answer? Olga. All right. Thank you, Ksenia. Well, I will share what works for me, but first, I want to talk about something else. Я поделюсь, конечно, тем, что работает для меня, но я хочу поговорить о кое-чем другом. You used the word should 3 or 4 times in your question. Ты использовала слово «должна» 3-4 раза в своем вопросе. And you asked for advice. Ты спросила совета.
Okay, so my first suggestion is to abandon should. Да, и мое первое предложение тебе это перестать использовать слово должна или следует. Should is a trap. Должен это ловушка. We don't know what anyone should do. Никто не знает, кому и что следует делать, кто и что должен делать. I don't know what I should do. I don't know what you should do. Я не знаю, что я должен делать, что ты должна делать. Should is a war, a battle against reality. Когда мы используем вот это должен, это война против реальности. There's what I want to do, Есть то, что я хочу делать, what I need to do, что мне нужно делать, and what I should do. и что мне следует делать, должен. Who is deciding what I should do? И кто же решает, что я должен делать, что мне My следует делать? dysfunctional family is telling me what I should do. Моя дисфункциональная семья говорит мне, что я должен делать. My dysfunctional culture is telling me what I should do. Моя дисфункциональная культура говорит мне о том, что я должен делать. Religion is telling me what I should do. Религия говорит мне о том, что я должен делать. If I do what I should do, I'm my false self. Если я буду делать то, что должен делать, я потеряю себя. If I'm going to be my real self, I'm not going to do should. Если я буду истинным я не буду должен что-то делать. I'm going to do what I think I should do, not what anyone else thinks I should do. Я буду делать то, что я считаю правильным, а не то, что считают правильным другие, или то, что другие считают, что я должен делать. And when I'm thinking about what I should do, it's someone else's idea. Когда я думаю о том, что я должен делать, это чья-то чужая идея. Should is a foundational principle of codependency. Вот это слово «должен», «следует» — это основной базис созависимых отношений. So I'll give you some advice. Но я тебе дам совет. Don't do should. Не нужно долженствовать. Не нужно Now говорить I'll «должен». give you some more advice. А еще один совет. Don't accept any advice. Не принимай чужих советов And don't give any advice. и не давай советов. Advice is helpful in financial matters. Советы помогают в финансовой сфере. Advice can be helpful in professional matters. Советы помогают в профессиональной сфере. Advice can be helpful in property matters. Советы помогают в имущественных отношениях. Or to fix a broken car. Или для того, чтобы починить сломанную машину. Maybe for some health issues, advice could be helpful. Может быть, для решения каких-то проблем со здоровьем советы тоже могут помочь. But in the spiritual journey of recovery, advice is disempowering. Но в духовном путешествии, в духовном поиске выздоровления советы, они мешают. I want ideas, not advice. Мне нужны идеи, а не советы. I need to turn inward to my inside and allow my own soul to advise me more than I need advice from other people. Мне нужно развернуться к своей душе, обратиться к ней и попросить свою душу дать мне совет, а не искать совет у других. But I need new ideas to help me discover what's inside. Мне нужны новые идеи, чтобы смочь раскрыть то, что внутри меня. I need to know about more options. Мне нужно знать про разные способы, пути, опции. I need to hear other people's experience without them telling me I should do what they did. И мне нужно услышать опыт других, но без
их советов, без того, чтобы они мне говорили, что я должен делать. Мне нужен их опыт. But this is more empowering. It helps me grow more. Это более вдохновляет меня. Таким образом, я расту и развиваюсь. It helps me become my adult self. Это помогает мне взрослеть. It builds my confidence. Это помогает мне взращивать свою уверенность. Okay, now I'll get to your question. Ну, а теперь я перейду к твоему вопросу. It's a lot. It's a lot. Maybe I talk too much. Может, я слишком много говорю. Okay, when I started my recovery, I went to meetings every day. Когда я начала выздоравливать, я на собрания ходила каждый день. I didn't really like it, and it was stirring up a lot of stuff. На самом деле мне это не очень нравилось, и очень много вещей поднималось внутри меня. I didn't want to go, but I needed to go. Я не хотела ходить, но мне нужно было ходить. I don't know what you Я не need. знаю, что нужно тебе. I still go to meetings Я every до сих day. пор каждый день хожу на собрания. I love meetings now. Я полюбила их. It's my favorite, one of my favorite Это things to теперь do. самое мое любимое занятие — ходить на собрания. I've been to many thousands of meetings. Я был на сотнях, тысячах собраний. And in the pandemic, I can go to more meetings on А в Zoom. период самоизоляции я даже ходил. Ну, я могу посещать больше встреч. In the beginning, recovery felt like a torture to me. В самом начале выздоровление было пыткой для меня. Now recovery is a playground for me. А теперь выздоровление — это для меня как детская площадка. I encourage you to keep exploring and discover what works for you. Я призываю тебя продолжать искать то, что для тебя является самым лучшим. Продолжать исследовать, что тебе подходит. Because you can speak English, I'm willing to speak with you about recovery if you Я могу wish. с тобой поговорить, если тебе интересно. You can find my access for WhatsApp from Olga or Evgeny. The translators have my number. Ольга или Евгений могут тебе дать мой номер. I'm happy to speak with anyone that can speak English or can bring a translator. Если вы можете говорить по-английски, я с вами могу побеседовать на тему выздоровления. Я не понимаю по-русски. Ну, по-русски, да, не понимаете. Thank you, Ksenia. Спасибо. Спасибо, Ксения. Duncan, there is a question from the chat, which is there any necessary amount of people in the vote for the business meeting? And what is the number of people of those votes in order to get this motion or decision passed? I will read it in Russian. Если необходимо количество участников для голосования на рабочем собрании, а также какое количество голосов необходимо для принятия решения? Thank you, Дункан. Спасибо. Можно, кстати, Александру включить, он тут пишет, включите звук, что он может сам спросить. Alexander, thank you for your question. Ну, это руку подними, чтобы мы тебя видели. Ideally, everyone at the group would continue to discuss the issue until it becomes clear what higher power is suggesting. Ну, идеально, когда обсуждение в группе продолжается до тех пор, пока не придет осознание высшей силы, осознание того, что хочет высшая сила. То есть до тех пор и нужно обсуждать что-то, какой-то вопрос. The goal of group conscience is to discover God's will. Цель группового сознания — это обрести голос высшей силы.
so that a loving higher power can direct the group. Repeat, please. The goal is for a loving higher power to direct the group. И вообще цель — это как бы любящей силе позволить управлять группой, вести группу, направлять ее. In recovery, I have discovered that I have a different feeling when I'm pushing my self-will of my personality to try to win the issue, or I'm surrendered and I'm looking for higher power's will. И очень важно в выздоровлении это понять. То есть я преследую какую цель, я хочу, чтобы все следовали, делали то, что как я хочу, или я капитулирую и хочу по-настоящему понять волю высшей силы. So ideally, if the vote is not unanimous, then we're still seeking for clarity about God's will. What does it mean, unanimous? Unanimous, everyone votes the same. Everyone agrees that we've discovered a solution that will work for everyone. То есть, если... Единогласно. Ой, единогласно, unanimous. Прости, единогласно. Я забыла, что ты меня перебил, я забыла, что нужно перевести. Прости. I'm sorry. Duncan, repeat, please, because I got interrupted. I forgot what you were saying. Yes, ideally, if everyone is in agreement that we have discovered a solution that will work best for everyone, then maybe we have discovered God's will. Ну и в идеале тогда получается, если решение принято единогласно, то значит мы разгадали волю высшей силы, волю Бога. Ура! This may take extra time. И на это, возможно, потребуется дополнительное время. There's no set number of people or set number of votes to win. It's only winning if everyone is winning. И нет какого-то определенного числа голосов для того, чтобы решение было принято. Ну, как бы, решение принято, когда все единогласно проголосовали. Each group is autonomous and free to make your own guidelines. Да, и каждая группа, она самостоятельна в принятии решений и как бы самостоятельно может выработать принципы. Вот как раз может выработать вот это число кворума, про которое упоминалось. I respect your group. You are free. Я уважаю вашу группу, вы свободны. So Alexander is grateful to you, Duncan. Thank you. Спасибо, Alexandra. Thank you, Alexander. Cool picture too. What's Mini Biz? It's his nickname, I guess. Mini Biz. Круто. So, and if, so another question arose, Duncan. So if the decision is not ideally taken, so there are minorities who disagree. So what in this case? А и тут вопрос, а если не единогласно и ну, как бы, и этот не единогласный вредничает? So if the minority disagrees, yes, if one person disagrees, so what do we do? Ну и что мы делаем, если меньшинство не согласно, да? Что в таком случае делать? Вот вопрос встречный. The literature encourages us to pay special attention to listen to the minority. И литература ВДА, кстати, нас призывает прислушиваться к мнению меньшинства. Because higher power might be in the minority trying to help us.
Потому что высшая сила может проявляться в голосе меньшинства и пытаться нам помочь. Remember, we're all dysfunctional. И помните, что мы все дисфункциональны. In ACA, functional people are the minority. Обычно в ВДА меньшинство — это как раз те, которые выздоравливают. It's a miracle if we can be functional. Это же будет чудесно, если мы все будем выздоровевшими. Mini biz, education business project for kids. Good, thank you. I have to go to the bathroom. Can I have 2 minutes? На 2 минуты. Maybe we should interrupt for today. Is that okay? Because it's very soon the Christmas will start in an hour and a half. Oh, okay. So if we can stop here today, is that okay with you? What about Vanya? Oh, okay. Vanya, is that yes. my Vanya? Maybe you, Vanya, who knows? Vanya, is that you? Vanya, unmute. Maybe that's not. No, it's me. It's not Vanya. It's Jan Duncan from Moscow, Russia. It's my Vanya. Vanya, after Vanya, we can stop. Vanya, go ahead. Thank you, Duncan. Very glad to hear. Very glad to see you. Thank you for your experience. Мой вопрос Дункану я сам попытаюсь перевести. Значит, ну, во-первых, я благодарен Дункану за его опыт. Вопрос в чем? Что я в одной из, не буду называть какой из групп, скажем так, ну не в группе, в комитете, я предлагал следовать традициям ВДА, но мне сообщили, что как бы традиции, они для группы, а мы как бы не группа, вот. И я рад, что в другом комитете у нас есть, мы исследуем традициям, вот. И как бы я вот, мне хочется получить опыт от Дункана по этому поводу, ну, стоит ли комитету следовать традициям. And Duncan, my question is, значит, in one of the committees, I suggest to implement the 12 traditions of the ACA. So people struggled with me and told me that the committee is not an ACA group, and the committee shouldn't, even shouldn't use the traditions of the ACA. I'm happy that in other committee we agreed to use traditions. And tell me, please, what is the experience about this situation? Thank you. Thank you. Thank you, young Duncan in Moscow. And I have changed my name to Old Vanya in California. Okay. The service committee, is it an ACA 12-step recovery service committee? Yeah? Can you repeat? Vanya, is the committee a ACA 12-step service committee? Yes, it is. It's ACA's 12 steps committee. Да, это комитет ВДА. Комитет по обслуживанию ВДА, да. Okay, so if any recovery service committee is practicing the traditions, this committee will be healthier and will work together better. If the committee says they don't have to use the traditions, then keep coming back and please work your steps and call me and talk to your sponsor and please reconsider, because it's important that we practice the traditions in all service in recovery. Group service, intergroup service, committee service, world service, all of it is depending on the traditions. So we can't enforce this, but it's suggested.
Ну, Thank you for your question. Дункан говорит, что желательно, чтобы комитеты и любые обслуживающие организации 12-шаговых программ, они следовали традициям, чтобы любые интергруппы, группы ВДА, служения, все базировались на традициях, и это будет способствовать выздоровлению. Мы, конечно, не можем заставить кого-либо следовать традициям, но это такое хорошее предложение, что для выздоровления следует следовать традициям. Если как бы им не следовать, и это кого-то беспокоит, лучше поговорить об этом со спонсором и применять программу. Shall we finish? Shall we close the meeting? Thank you, Duncan. Всем спасибо. Пожалуйста, Ваня. Я люблю Ваня. Love you, Duncan. I love you, man. Thank you, everyone. We'll have another meeting soon to cover the Спасибо. rest of the. I'm going to run to the bathroom and I'll be right back while you close the meeting. Всем спасибо, и на сегодня это все. Мы продолжим обсуждать традиции на нашей следующей встрече. Давайте закрывать собрание. Запись можно Благодарю. отключить.